Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. В этом выпуске вас ждет очень много всего интересного. С того момента, как мы увлеклись творчеством Димаша Кудайбергена, мы невольно стали изучать казахскую культуру, открывая для себя в ее богатой истории все новые и новые жемчужины. Это и великий просветитель Абай Кунанбаев, с личностью которого мы познакомились благодаря двухтомнику Мухтара Ауэзова. Это и великий Курмангазы, казахский народный музыкант, в чью честь назван оркестр, на выступлении которого мы присутствовали, когда он давал свой концерт в Санкт-Петербурге в Михайловском театре. Друзья, только что закончился концерт Курмангазы, и я под впечатлением. Джамбул Джабаев – народный казахский поэт, чье стихотворение «Ленинградцы, дети мои» мы читали на 9 мая, рядом с его памятником, расположенным в Санкт-Петербурге на улице, названной в его честь. Ну и, конечно, Алия Молдагулова, девушка-снайпер, герой Советского Союза, великая дочь казахского народа. Ее мы также знаем не понаслышке. Мы присутствовали на открытии памятника в ее честь в Санкт-Петербурге напротив Смольного собора, а также побывали в музее имени Алии Молдагуловой, который расположен в школе, где училась девушка, когда приехала в Ленинград. Все эти личности и открытия помогли сформировать нам свой взгляд на казахский народ, его культуру и бескрайнюю щедрую душу. Такую же бескрайнюю, как Великая Казахская степь. Но это представление никогда не будет полным без одного из главных национальных достояний. Это казахская дамбра. О ней я бы хотел рассказать вам поподробнее. В июле 2018 года в Казахстане впервые отметили День дамбры. На протяжении веков дамбра была тесно связана с историей, культурой и повседневной жизнью казахского народа. Примечательно, что в республике целый день в году решили обозначить Днем музыкального инструмента. И этим инструментом стала дамбра. Дамбра – это символ музыкальной культуры от кочевников древности и до сегодняшнего дня. Опытные музыканты, исполняя кюй, могут отразить в своей музыке величие бескрайних просторов степи, топот сотен копыт или гул надвигающего войска. По мнению музыковедов, феномен дамбры заключается в ее глубине и многообразии. Она может звучать как целый оркестр, передавая широкую палитру звука. Такая музыка находит отклик в душе слушателей и вступает в резонанс с человеческой психикой. Длинный гриф, округлая форма, мягкие материалы и жильные струны. Такая простая конструкция создает идеальную акустику. Дамбра играла важную роль в жизни не только профессиональных исполнителей и акынов, но и простых кочевников-скотоводов. Дамбра была непременным атрибутом в каждой юрте и висела на почетном месте, на кереге. Дети обучались музыке, играя на миниатюрной дамбре – шинкелдеке. Взрослые знали мотивы известных песен и кюев и могли наиграть простейшие из них. Казахи от природы очень музыкальный и эстетичный народ. Долгие странствия по степи способствовали развитию созерцательности и музицирования. Нельзя также забывать, что музыка была средством общения. Никто никогда не играл на дамбре просто так, с бухты-барахты. Вначале ты рассказывал, кто ты такой, от кого приехал, куда едешь и что видел. Музыку непременно сопровождало слово. Если сказать точнее, она помогала восприятию слов. Также есть одна очень интересная легенда, которая наглядно демонстрирует силу этого национального инструмента. У Чингисхана был сын Жоши, который правил современной территорией Казахстана. У Жоши также был старший сын, который очень любил охотиться на куланов. Куланы – это очень интересные животные, немного похожие на осла и на лошадь. Как-то так я себе представляю этого дикого зверя. Однажды во время охоты вожак стаи выбил царевича из седла, а все остальное стадо растоптало его. Никто не решался сообщить Жоши черную весть, ведь тогда, по обычаям, это могло грозить смертью. Тогда пригласили Кюйши, который сыграл на дамбре хану Естерту. Это печальное известие. Через звуки дамбры тот передал топот коней, страх куланов, смелость и отважность их вожака, а также голос души погибшего юноши. Когда он закончил играть, Жоши все понял и сказал: «Ты принес мне черную весть и достоин смерти». «Не я ее принес тебе, а моя дамбра», — ответил Кюйши.
Тогда хан приказал залить в дамбру горячий свинец. Эта легенда многое говорит о звукоизобразительных свойствах дамбры и о ее силе воздействия на людей. Да вы и сами могли почувствовать это воздействие, если внимательно слушали, когда Димаш брал дамбру в руки, ведь он тоже мастерски играет на этом инструменте. В Википедии можно услышать фрагмент из произведения «Yesterday», исполненного на казахской дамбре. Это просто фантастика. Я на себе почувствовал магию этого инструмента, когда ездил в Казахстан и побывал на мероприятии Nomad Time. Это мероприятие было организовано по случаю сольного концерта Димаша в Казахстане и призвано было для того, чтобы сплотить и познакомить с казахской культурой всех поклонников творчества этого артиста. Дамбрист-виртуоз сыграл для меня известные произведения, извлекая звуки из инструмента, на котором всего лишь 2 струны. Я был в полном восторге и не верил своим ушам. Я думал, что русская балалайка – это минимум по количеству струн. Но это оказалось далеко не так. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. И завершая сегодняшний выпуск, я не могу не рассказать вам об культурном открытии, которое мы сделали благодаря вам. Спасибо, что регулярно делитесь с нами интересными материалами. Сегодня тот случай, когда мы хотим вам рассказать о молодой, талантливой и амбициозной группе Made in KZ. По названию сразу понятно, что это группа из Казахстана. То, что она крутая и перспективная, в этом уже нет никаких сомнений. И что самое важное, что дамбра в этом коллективе занимает далеко не последнее место. Мировые и отечественные хиты на казахской дамбре в сочетании с красивым вокалом делают эту группу поистине уникальной. Мы достаточно быстро стали поклонниками этого коллектива и вам рекомендуем послушать, что вытворяет эта группа. Вы в очередной раз можете убедиться, насколько древний и священный инструмент для казахов дамбра может быть универсальный, современный и музыкальный. Алга! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.